Опачки. Кеша, ты что ли? Или кто это? Директор Крыма. Привет, привет. А кто это? Нет, не Кеша. А то есть такой директор всего и всея. Ну да ладно. Дима. Дима. Блондин, ты что ли? Али кто? Да так. Решил вечером постримить. Собственно, ну как и каждый вечер, да. Вот. Так, надо надо же написать. Ёкарный бабай. Нет. Не знаю, кто это, но все, в любом случае, спасибо, что зашел. Дим, огромное спасибо тебе, что заходишь на мой стрим. Или ты первый раз? Нет, мне кажется, я что-то видел тебя. Короче, неважно, спасибо, что я сам. Заходи, увидишь. Куда заходить? Подожди. Заходи, увидишь. А куда зайти, я не помню. Ну да ладно. Так. Ой. Так, сейчас мы напишем. Что это? Точно. Ага. Стрим. Опачки. Ко мне. Я с ОБС-ки сижу. Я сейчас, если зайду к себе на страницу на ютубе, у меня все зависнет. Компьютер слабый. Да. Так что не обессудь. Так это не надо. Вот это надо. О! Олесь, ты что ли? Или кто это? Геля, Коля. Саша. Да, я. Привет. Привет. Чё кокос там? Нормально все? Танюшка, привет тебе, Танечка, здравствуй, солнце мое. Привет, Танюша. Лайкосик, спасибо за лайкосик. Ну да. Да чё на работе задержался? Это самое. Олесь, ну чё, я его в следующее воскресенье повезу, в воскресенье. Во сколько ты писала мне, нет? Или говорила? Во сколько там с Саратова идет к вам автобус? Потому что я в 8 утра уже буду там. Да, я с Сашей Малафеевым поеду. Вот, он в 4 выезжает в 5, и как раз в 8 утра я буду там уже, в Саратове. Вот. Олимпиада Андреева. Андреевна, здравствуйте вам, здравствуйте. Спасибо, что забежали. Вот. Вот, Танюшка. Так, если знает Танюшку директор, значит это из той шальной бригады человек, Дима. Дима, наверное, тебя не подписан случайно? Тоже знакомый ник. Миша, здорово. Маме привет, здоровья, хорошего стрима, чату привет, девушкам по букет, пацанам руку пожал. Вот это нифига себе. Так, 14:45 идет на Кузнецк. Олесь, я понял. 8. Это нам, короче, там тусоваться с ним.
С 8 до 2. Ладно, распланируем потом. Полли, привет тебе. Вот. Да. Чё да? Директ. Дим, ты на меня подписан, что ли, или как? Что я не понял. Сереж, мне кажется, надо удалять эту группу. В WhatsApp. Спасибо, что написал. От нее толку нет. Алевтиночка заходит. И Тёма. Ну, Настя вообще сейчас что-то, не знаю. Ну, у Насти Лёшка приехал, да. Мишка, да я думаю. Да я думаю. Да, дружу с тобой. Я понял. Значит, и ты у меня в подписках, по-любому. Если на меня кто-то подписывается, я тоже у него в подписчиках. Я говорю, ник знакомый, Дим. Надо удалить, а смысл? Удалять смысл или смысл существования группы? Я давно у тебя. Опачки, всем привет. Верочка, ты осторожнее там с кнопочками, потому что ты модератор отныне и во веки веков. Привет, Вер. Не знаю, без нее захожу. Я знаю, Сереж, есть у меня вот на работе Леха такой был, он сейчас в другом месте работает. Вот я видюху закидываю, вот закинул, через 2 секунды к нему оповещение приходит. Фантастика какая, не знаю. Тара-па-па. Поздравляю, Верочка, с модераторством. Ура, можно Полюху в бан. Не надо никого в бан, потом доставать еще, заходить на свою страницу и вытаскивать людей. Не надо. Тут все адекватные, Вер. Ну, не надо никого блокировать, не надо. Можно Полюху в бан. Так что, Олесь, если ты еще тут, позвонишь потом Владику после стрима. Мы с тобой поговорим. Ну, 25-го я его повезу в воскресенье. Алиска. Ключик, типа. Я понял, Алис, привет тебе. Привет, Алиса, привет. Ключик. А насколько ключ? Мне, кстати, нужен на работе ключ. Вот, 1921. На 22? Ага. Я тоже. Лайки, ребятки. Да ладно, что, и так все знают, что если нравится, надо подписываться, как говорится, на канал и ставить лайк. Все знают, Вер. Не, хотя некоторые забывают, да. О, Егор, дружище, здравствуй, дорогой. Здравствуй. И, ребят, все, сидим, не уходим. Ну как, Сереж, ну как ты их остановишь? Если вот, я вот, например, на одном стриме не сижу до конца, вот. Хотя захожу на разные. Так, эгоист, здравствуй, Тёма. Тёма, как я тебя давно не видел. Ну, час, наверное, тебя не видел. Сережа, а что будет? Да не, ничего не будет. Просто он говорит, чтобы не уходили. У нас плюс 32 в тени. Ох, ёкарный. А точно, как погода. У нас, короче, дубинал. Эгоист. Бррр. А, Дим. Бррр. О, ключи серые у меня сперли. Полин, ты где? Роднулька моя. Танюшка. Танюшка, плюшка. Андрей на работе, короче. Так понравился твой кавер, проклятый старый дом, просто
Хай, Миш. Здорово, Иржан. Слушай, Егор, мне самому понравилось. Серьезно, я сегодня его раз 10, наверное, пересматривал на работе. Вообще, блин. Плюшка? Ну так, я Таню одну называю. Там есть такая Таня наглая. Танюшка Плюшка. Ну чё, ты чё, обидку кинула, что ли? Только не надо удалять. В смысле удалять? Кого удалять? Чё удалять? Танюшка Плюшка, кинь ссылку к нам в беседку. Если надо. Что-то, Дима, что-то, если надо, я не понял. Блин, вас так много. Так прикольно. Вера он сам кинул уже. Ну да. Ключ, молоток, ищи ключ. Вот Алиса. Молодец, Мишань, так держать. Я еще раз кинул. Ну да, 24 человека сейчас, я представляю, если 24 человека зайдут. Ха, прикольно будет. Дай Алиске ключ. Серж, спасибо за поздравление. Димка уже сумки собрала. Не надо. А что там? И мне давай. Четверг смогу, Андрюшка, понятно. Иван Улаев, Мишань, здорово, это Лютый. 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 Бляха-муха. Зелки, что ли? Ваня. Лютый. Да. А как у тебя никнейм там, Вань, напиши, пожалуйста, Лютый. Чё-то я... Жаконда. Какая Жаконда вообще? Давно не был. Лютый. Ну, короче, Вань, если не подписан, ты по-любому подписан, как ты нашел мой стрим. Вот. Спасибо, что зашел. Лютый. Да что ж такое, Лютый? Я не помню, короче. Прости, засранцы, что я не помню. Вот. Так. Народище-то сколько. Ну, это хорошо. Я прям рад. Че, поем что-нибудь, наверное, да? Не, я могу, конечно, читать ваш чат. Ну вот. Пойду пить чай зеленый. Приятного чаепития. Ты мне сам пригласил, говорил, подписывайся. Я всех приглашаю. Лютый. Да что ж такое? Ну ты помнишь свой ник, можешь написать? Ну. А с какого канала, Вань? Карие глаза давай. Твои карие. В роковском, что ли, стиле, Танюша, или в простом? А? Таня? Не, стой. Сейчас, секундочку. А, безумие души твоей. А, ну я все, я оттуда ушел, с этого канала. Жаль, конечно, но... Лена полюбила кого-то, непонятно кого.
Я оттуда ушел. Я ей сказал, я ухожу. Она ноль эмоций. Ну все, пусть сами там по себе. Вот. Его блокировали, этого хулигана. Она снимала, она этого, господи, с Рустама, на то, что Рустам взрослый мужик, по делу заблокировал. Вот. Она ночью зашла, сняла с него админку, вот, там с многих поснимала звезды, вот, этот, ладно, уважаю я людей, которые сейчас здесь присутствуют, вот. Ну, этот нехороший человек просто. Короче, там что-то начал до всех докапываться. Он еще обещал на мне на гитаре. Оказывается, он вообще на гитаре... Я не знаю, ему лет там 20, может, есть, я не знаю. Вот. Скорее всего, нет. Все, она влюблена в него по уши. Ей говорят, Лен, ты что творишь? Без толку. Смысл там быть, если он включает там музыку по 20 минут, там все. Я не знаю, что там сейчас на этом канале, он там есть хулиган. Если он там, я даже принципиально туда не зайду. Если его там нет, я зайду туда, буду дальше петь песни. Вот. Никита 3190. Привет, Мишань. Никито, здорово. Сейчас на меня ответит Лютый. А ты там, Лютый, на этом канале «Безумие души твоей», что там творится вообще? Хулиган там? Он уже, наверное, там админ, если он там. Сейчас. Давайте, карие глаза, так карие глаза. Господи, еще мне трудно, что ли? Нет его, там его выкинули оттуда. Да ладно, там же Лена за него, она же в него влюблена была. А что же она мне не может сказать в личку, Леночка? Почему? А? Выкинули. Кто его выкинул? Его Рустам заблокировал. Его Лена, с Рустама звезду сняла. Вот. С мужика взрослого, который мне в отцы годится. Вот. С него звезду сняла, хотя он сделал все правильно. Вот. А это знаешь к чему? Это вот такие контрацептивы, они в доверие девчонкам влезают. Я знаю, потому что это там 5-й год. Вот, начинать там херню. Потом, давай этого тролля запустим, давай тролля этого запустим. В конце концов, канал разваливается. И этот человек просто посылает ее нахуй и уходит с канала на другой. Тоже в доверие девочкам втираться, понимаешь? Вот так вот. Сейчас, секунду, ребят, что это такое вообще? А, и понятно, стрим начался. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Хочу, чтоб знала ты, про тебя лишь мои сны, как реально вижу будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта.
звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Да, офигенно, что-то прям мне самому понравилась эта песенка. Да подожди, я вот выдохнуть-то мне можно. А я что, робот, что ли? Одну за одной, что ли, петь? Дыши глубже. Дыши глубже. Мишаня, жги, красава. Спасибо, Вань. Ух ты, Ольга Зыкова, всем приветик. Здравствуйте, Оленька, здравствуйте. Геймер, здорово. Я видел, ты что-то там наверху писал. Вот. Ну, я не могу же, когда я пою, я не могу это. Как ты? Ты нормально, видишь, он подстригся чуть-чуть там, так вот, потихонечку. А какие песни еще можешь петь? Много песен, Танюш, могу петь, как бы, да. Ладно, позже забегу, приятного времяпрепровождения. Ладно, Алиса, спасибо, что зашла, спасибо, забегай еще. Вот, Верочка, а ты давай там, я тебе сказал же, поосторожнее с кнопочками, но, мамочки, привет. Вот. Геймер, да, дофига, да. Совершенно верно. Мамочки, привет. Всем большой привет. Большой, говорит, большой привет для... Всего самого хорошего. Давай споем. Вытворяя под музой. Привет, друг. Здравствуй. Я на тебя подписан, кстати. Давай Да. Шатунова споем. Подожди, Шатунова. Давай Ирину Круг. Последнее письмо. А что за... Тебе моя последняя любовь. Вот это что ли? Какая вы красивая. Дим, вот это что ли? Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Если это, то я знаю, а другое не знаю. А кто красивый? Мама. Да, вот, да, ты красивая. Ладно. Женщина столько лет, насколько она выглядит. Имейте женщин в виду. Так это мой эфир, иди. Это женщины есть. Это мой эфир. Потом мы попоем с тобой. Мать со мной, кстати, тоже поет, да. Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь. И губ незацелованных изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене. Ее прическа вот уж год не в моде. Привет, Танюша. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади, что этой девочке давно потерян след. А фото так из юности
прическа вот уж год не в моде. Да, это самая популярная моя песня, которую в Смуле поют, это «Тебе моя последняя любовь». Ну и что, будет время, будет комп, буду петь под минус. Ой, сколько можно под минус песен спеть, матерь бой. Настенька, Настенька, Миша, приветик, Настя, здравствуй тебе, Настя, демон. Привет, Ули, Настюш. Да, всем вошедшим здравствуйте, ребят. Давненько у меня столько народу не было. Вот. Дима, я надеюсь, тебе понравилось. А еще можно вот эту карие глаза немножко вот в таком амплуа спеть. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Представляю, такие у меня косы, я сижу, сука, головой мотаю. Ну ладно, это так, шутки. Ну, классная песня. Нет, Настюша, я ее только сейчас пел, нормально, как она должна петься. Вот. Миша, здорово, хорошо, карие глаза сыграл. О, Сереж, здорово, здорово, Серега, здравствуй, здравствуй. У тебя телефон рядом? У меня? Да, только не звоните на него. Потому что у меня телефон как модем. Вот не надо, а то сейчас позвоните, у меня стрим слетит. Что это такое? Вот это нифига себе. Обалдеть. Спасибо, Танюш. Спасибо. Офигеть. А чё не через этот? Сейчас бы тут высветился бы донат. Не за что, нифига. Спасибо, Танюш, спасибо. Надо было через донат. Что это? Сейчас бы я прочитали все сообщения. Так. Не получилось. Так. Кольщик, купола, спой. А, кстати, я вроде бы списал. А что там? Ну, денежку она мне кинула. Песню для меня. Танюша, какую? Слушай, кажется, я какой-то для тебя ж пел. Или нет, или я ошибаюсь. А какую, Тань? Красневую. Ну, она будет грустная. Давайте я спою. Так. Любую. Так. Красивую. Какую ж красивую. А сейчас что-нибудь закажет, а я вот не знаю, и как вот. Давайте я, наверное, кап-кап спою, потому что ее знают. Про Крым, Керчь, да, Таня? Я не знаю, ребят, про Крым вообще песен. Так. Или давайте это. Темная вода. Пойдет тебе, Тань? Петлюра. Мельница клевая, кстати. Да подожди, я еще не распелся, Настя. Тихо. Тихо, подожди, потом спою. Танюш, пойдет темная вода этого Петлюры? Музыка. О, музыка, привет, привет, музыка. Вот, значит, музыка заходит, здоровается и уходит. Все. Не знаю, зачем это. Нет, мельницу я не буду сейчас. Ну, у меня сейчас голос, я сейчас голос посажу. Ну. Мельницу. Ну зачем мельницу? Какую мельницу? Хорошо, Миша. Да все уже, поздняк метаться. Че? Поем темную воду, да?
этого Петлюры. Таня, пойдет? Все, пой любую. Все, спасибо за понимание, потому что... Миш, ты фотку поменял. Да, Никитос, у меня и шапка канала появилась, и все поменялось у меня. Вот. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я люблю тебя. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Ты меня теперь уже не облюбуешь, и не буду я ловить косящий взгляд. Я хочу сорвать тот лепесток, где любит, а ромашка даст лепесток, где нет. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда. Когда закончишь, попробуй сектор газа. Стас Электрик. Здравствуй, дорогой. Любую из песен. А можно мне, ребят, выдохнуть как бы вот так вот сразу? Можно? Миша, а что мне вчера спеть обещал, споешь? Танюш, я к вчерашней песне все списал. Да, спасибо. Так не за что, ребят, не за что. Че, мне не трудно ж попеть, ну. Привет, Стас Электрик. Да. Короче, давайте сделаем так. Полчаса прошло, я пойду подымлю, я вернусь и продолжим. Так. Стасу спою. Значит, нет, сейчас Танюше спою, потом Серега что-то тоже. Блин, сколько у вас. Ребят, ну вы определитесь, кто там первый, кто. Я же не разорвусь. Это как в том анекдоте, да? Тихо. Собрал как-то Господь всех девушек и говорит, так умный в одну сторону, красивую в другую. Ну, все как-то распределились, разошлись. Одна баба-яга туда-сюда, туда-сюда. Он такой, ну что ты, женщина, никак не определишься. Ты такая, че мне, блядь, разорваться, что ли? Так же вы определитесь, кто там, что. Я
Всем спою, да. Юра, здравствуй, Лайф ТВ, здравствуйте. Вот такой мужик, на него подписывайтесь, кто не подписан, кстати. Вот такой вот мужик прям офигенный. Я вам серьезно говорю. А я пошел курить. Так. Надеюсь, анекдот ваш зашел вам. Да. Сейчас я вернусь, ребят. Я сейчас вернусь. Так, что, блондиночка. Я дальше, короче, сейчас. Так, блондиночка. Все споем, ребят. Вы только не расходитесь. Не расходитесь. Веришь мне или нет? Вот прикольная песня. Да. Так, пой Таня мне под... Хорошо, все. Да, Юра офигенный, да, человек. Долго не курить. Да какой, Дим, какой курить? Там минуты 3, 5, 7, 10. Ну, посмотрим. А было 500 с копейками. Эх, Миша, и до 1000 недалеко. Никитос, не в этом дело. Главное, 240 тысяч минут просмотров, которые срезают. Короче, без толку вся эта монетизация. Все, я пошел дымить, а то от вас не уйдешь. А чё мой модератор? Сереж, ты куда? Ладно, хорошего стрима, я ушел. Блин, вот Серега Чепчиленко писал, типа, шутканул. В смысле шутканул? 35 тысяч 710 минут. У меня там, ты сейчас посмотрел? Или что, что-то я не понял. Как так? Сколько? 35 тысяч минут. У меня, если это так, сейчас подожди. Да, так он писал. 35 тысяч минут.
Где ждем? Чего ждем? Кого ждем? Не понял. Что-то Серега не пишет. Чепчелинг, который. Мне вот интересно. Может, я не так понял? Ну ты же говорил, что отойдешь на минут 3, 5, 7, 10. Все, я понял. Господи, я думал про... Все. Наташ, привет тебе, Наташ, привет. Стас Электрик. Ох, так быстро. Что это стрим виснет? Не понял. Ну-ка. Еще до хрена все равно. Ага, точно, Steam. Точно, Steam. Сейчас мы его вырубим. Ты мне нахрен не нужен, этот Steam. Выход, я скажу. Выход. Вот так. Да что ты... Сейчас, секунду, ребят. Я сегодня смотрел. У меня было 36. Неделю назад у меня было 39 тысяч минут. Срезает прям почему-то. Я не знаю. Ну ладно, хер с ним. О, опять заедает. Да что ж такое? Ты там всю сигарету за один затяг выкурил, быстро ты вернулся. Ну, просто я не люблю, когда меня ждут. Ну, вот, понимаешь, Серый? Да, покурил быстро. Так, что, Танюш там? Танюша, 100 зуб. Какую я тебе песню там обещал? Давай, говори, и будем петь. Никто бы не убежал с таким общительным чатом. Да нет, Стас. Уходит, отписываются. Вот. Сейчас потому что я ни разу не пел, Танюш, сейчас. Так, ну ладно, попробуем. Я первый раз ее пою. Ну, ребята, не обессудьтесь, я буду ошибаться, запинаться там. Я же не профессиональный певец. Да? Да. Удачи. Что сообщение не проходит или уже банили, вроде не хулиганил еще. Непонятно. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу лезет грусть. По памяти пойдет со мной. Пойдет, разворошит, вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил. Владимирский Централ, ветер северный, этапом истерии зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь размерена, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Там под окном зыка проталина танка, и все, что ненадолго. Моя весна, я радуюсь, что здесь хоть
хоть это то, но есть. Как мне твоя любовь нужна. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно губит, а к 11 туз. Ну, короче, первый раз очень трудно для всех. Но есть друг, значит, будет успех. Ну, надеюсь, понравилось. Сектор газа. Любую в памяти о Юрке Хое. Не вопрос. Сейчас сделаем. Сейчас, ребят, сейчас. Спасибо. Да, Танюш, ты, господи, не за что. Мне никогда не трудно было петь. Никогда. Вот. Ох, тут меня вспоминает. Надеюсь, хорошим словом. Надеюсь, хорошим, да. Так, сектор газа. Сука, когда же мне будет компьютер, чтобы не листать вот эти листочки, а? Я болею на стоп. Настюш, привет тебе, я забыл просто. Привет, Настенька, привет. Миша, когда мои песни подойдут? Сереж, сейчас подожди, сейчас. Бомжа муж или голубя? Голубя, а что за голубь? Что за голубь? А пойдет тебе, знаешь, какая песня? О, Сашка, здравствуй, Сашка. Здравствуй, Санек, здравствуй. Так, давай тут твой звонок. Стас, пойдет такая? Твой звонок раздался ночью. Я услышал в трубке голос твой. Давай. Твой звонок раздался ночью. Я услышал в трубке голос твой. Ведь я его так ждал. Ты о ссоре позабыла, ты о встрече попросила. Да, я это знал. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет. Я по твоим соскучился губам.
получилось. Че, Стас, нормально? Зашло, нет? Красивое исполнение. Юр был бы рад, что его не забывать. Да ты че его, никак, так же, как и Цой. Никогда не забудут. Ну вот, и Горшка также никто никогда не забудет. Король и Шут. Ой, Миша, спасибо. Четко. О. Кто такой Юра? Хороший человек, Юра Лайф ТВ. Да, вот такой мужик. Простой, как 3 копейки. Ну, такой же, как и я. Кукла колдуна. Да нет, Стас, дружище, я с удовольствием. Но у меня, видишь, такую я не смогу на гитаре. А то, чтобы включить минус и спеть под минус, ну, у меня компьютер слаб. Так что заработаю на компьютер, тогда базара нет. Сколько тогда я буду петь песен? Это просто не представляете. Тысячами. Ну что под минус не петь? Ну. Так, погнали дальше. Серега, давай. Что там? Что-то я для тебя тоже списал вчера. Это вот точно я помню. Погода хреновая, так более-менее день прошел. Саша пишет. Да, у нас тоже Дубинал с утра был 9 градусов тепла, слава богу. Где Серега? Чепчелинка! Дембеля и ау. Ох, нихера себе, 2 песни. Ну да, в принципе. 2 песни. Уезжают в родные края, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. Взгляд печальный ты брось на КП, не сидеть больше нам на губе. До свидания, кусок, наш закончился срок, а теперь на вокзал марш-бросок. До свидания, кусок, наш закончился срок, а теперь на вокзал марш-бросок. На вокзале девчонка в слезах тихо шепчет: останься, солдат. Нет, ответил солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать, заложат. Нет, ответил солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать, заложат. Я открою знакомую дверь. Человек я гражданский теперь. Буду петь и плясать, буду девок ласкать, буду службу свою вспоминать. Буду и плясать, буду девок ласкать, буду службу свою вспоминать. Уезжаю в родные края, дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. Да. Нет, в этой тональности высоко слишком для меня. Надо в ми. Красиво, а кто из армии?
А кто из... Ну, для кого песня? А, ну для Чепчелинки, Сергей. Он вчера заказывал, Стас. Ну, вот. Миша, от души красиво. Спасибо, Сереж. Спасибо за оценку. Моего исполнения, да. Так, это высоко сразу прям надо написать, что в тональности ми ее надо играть ми, а то я забуду. Сейчас мы напишем тут ми. Вот так. Душу потеребил. А я не служил, ребят, в армии, потому что я худой. Мне на почке какую-то хрень нашли. Поэтому комиссовали. Так. Если Наташа Стена не придет, ей будет чесу. И каблучки сегодня оставлю. А она не умеет поди. А, каблучки, да, такой клип вообще офигенный, прям обалденный. Девушка там на площади, когда танцует. Юрий, пошла, я к вам в гости. О, как. А я не служил, альтернатива была. Сара, боже мой, какие люди. Сарочка, привет тебе, привет. Вроде народу столько много, а что лайков. Я сейчас через сына смотрел, там 14 лайков. Непонятно. Так. Охренеть, час прошел. Лайки втыкайте, говорит. У тебя сегодня день... Ох, ёкарный бабай. День варенья. Поздравляю. Ну что, чтобы у тебя все было, тебе за это ничего не было. Что еще? Конечно, денег, здоровья. Женского счастья. Спой этого, как его? Этого, как его? А, он того, с ласкового мая. Юра Шатунов. С днем рождения. Михаил, благодарю. Стас, я не знаю эту песню. Прикинь. Да его сейчас, Серега. Блин, тональность не та. Ну ладно, буду так вот ниже петь. Надо помедленнее. Если превратишься ты цветочком в поле, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду.
только мой дядя играл в молодости. Маэстро, здорово, маэстро, дружище, здорово. Вот. Хорошая песня, кстати. Сереж, спасибо за басяцкий подгон такой песни. Я не знал, что она такая офигенная. Да. Всю песню с тобой спел. Да, нормальная тема. Переходной ход. Сара Михаил. Аплодисменты. Ну да ладно, какие аплодисменты, ребят. Мне не трудно. Что, Сереж попросил. Песонку для именинницы Сарочки, Березу, пожалуйста. Саш, какую? Беру вот эту грустную, что ли, березу? Роскудрявый клен? Эту, что ли, Саш? Спасибо за полтинник. Спасибо огромное. Вот эту, что ли, песню? За речкой рос кудрявый клен. Боярскую? Я даже не буду, Стас, пробовать Боярского. Не мое это. Там надо прищепкой. Нос, да? О, зеленоглазые такси, о, притормози, притормози. Не, мне так не получится. Да. А чем я буду играть, если я буду... А прищепка, если прищепить нос, это будет больно. Рип, здорово. Рип, здравствуй, здравствуй. Вот, ее любимая Саш, видишь, зря полтинник. Только потратить. Нет, спасибо, конечно. Да, сейчас я понял. Да, конечно. Давай мою. Нет, давай именинницу, Вер. Мы споем всегда. А именинницу надо уважить. Так. Убегая от судьбы. Сара, вы сегодня именинница? Ну, да, Наташ. Именинница. Плохо. Так. Сейчас. Ты идешь в глухую даль. СМИ, да, вот. Я не зря поставил ми, значит СМИ поем. Тихо. Поехали. А, Сара, для тебя там, да. Хоть я пою и просто так, ну, короче, с днем рождения тебе. Мы тебе уже наговорили много всего, да. Живи столько же лет, по столько же раз, короче. Ты поняла. Короче, любви, бабла и здоровья. Все, больше ничего не надо. Убегая от судьбы, ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы, а теперь шумит зима. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я, целуя другую, вспоминаю твои глаза. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я, целуя другую, вспоминаю твои глаза. Вместе с дымом сигарет сгорает моя душа. Тебя когда-то вновь полюбят, но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит?
шепчет, не заживет рана твоя. Кто сказал, что время лечит, и где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет, не заживет рана твоя. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, и утихнет боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Да, Сарочка, так что с днем рождения там. 3 составляющих. Любви, счастья. Нет, любви, бабла, здоровья, ну еще счастья, да. Вообще-то еще можно дофига что сказать, короче. Красиво сыграл. Спасибо, Сереж. Михаил, спасибо. Да не за что, ребят, не за что. Ну, мне не трудно. Неземного счастья, необъятной любви, душевного спокойствия. Красавчик, Тёма, ты написал, молодец, это, блядь, ты починил ноутбук. Вкусный чай, ну это кофе, Стас, прикинь. Короче, господа, тут уже 10 минут, так я уже 10 минут как должен курить. Офигеть, как с вами быстро время летит, я в шоке. Артем, спасибо, вам очень приятно. Да. Так, давайте я вам что-нибудь включу, сам пойду подымлю. А вы пока давайте там, кто там следующий на очереди? Это Верочка, потом Тёмину сыграем, да. Ну вот, потом посмотрим. Так, что мы там, что я вам включал? Ага, веришь мне или нет? Нет, не верю я тебе, короче. Так. Выйти надо выйти. Выйти надо выйти. Да ну ее нахер. Война, фактор 2. О, ништяк. Вот, а я пойду пока курить. Курить. Чпойк.
тихо плачет при луне. Война. Так. Так. Молодцы. Расскажи историю из жизни Михаила Синтруд. Какую, Стас? Какую тебе историю рассказать? Могу рассказать. Какую? Что тебя интересует? Ты хочешь пообщаться? Да не вопрос, я могу часами сидеть просто тупо. Ну как в тот раз я 3 часа пел, потом кто-то говорит, я говорю, ну все, ребят, наверное, заканчивать пора стрим, потому что время 11. Да. Ну так и так. Вот. А что, общаться что ли? Только. Кто-то говорит, да. Ну и короче, я 2,5 часа еще сидел, общался. Они писали, я им отвечал. Миша, так как я фанат, на следующий перекор поставить проклятый старый дом. Сереж, я ее не скачивал сегодня. Я скачиваю старые песни, которые у меня там внизу. Что с тобой случилось, например, в этом году? Да ничего особенного. Я хотел поехать в Липецк, короче, двое суток ночевал на вокзале в Саратове, ждал, пока снегопад был у нас в Саратовской области, Волгоградск тоже был. Вот 2 суток. Полицейские ко мне подходят такие, говорят, гражданин, ну как это самое, документы, так на меня смотрят. Ты что-нибудь употреблял? Я говорю, нет. Точно? Да, не курил, ничего, не колол. Я говорю, да нет, вы что, господа полицейские. Вот. А что такое? Они говорят, ну иди посмотри в зеркало. Я посмотрел, у меня глаза бешеные. Ну 2 суток не спать. Как там можно спать? Потому что денег было впритык, так-то можно было что-нибудь снять там. И, короче, я назад поехал домой. Блин, вообще ужас. Женится на мне понарошку. Верочка, вау, нифига себе. Обалдеть. Так вот, Стас. Так что, Серег, давай я завтра ее скачаю. Эту. Да, она мне самому прям понравилась, как мы с Настей спели ее. Офигенно получилось. Грустно что-то. Ну так вот. Че? Да, грустно вообще, жить грустно. Знаешь почему? Потому что мы умрем. Ну, вот. Мы родились, заболели жизнью, потом умрем от нее. Ну, не надо об этом только задуматься, конечно. Вот. Ну да. Ну вот именно. Так что у нас? Ряды наши поредели, да, короче, походу, я так понял. Послушали, ребятки, и убежали. Ох, нифига себе, сколько оптимизма. Ох, и нифига себе, сколько оптимизма. В смысле? До 200. Цыганскую песенку можно? А, Петлюра, цыганка. Я только такую знаю. Цыганка правду нагадала, она словам своим верна. Так, до 200. Давай мою. Да, Верочка, твою сейчас мы споем. Наташ, споем, потом твою. Цыгане шумные. Так, Сара, тут пессимизм у вас процветает. Да я шучу, Алис, ну ты чё? Сегодня чат живой, что-то я вообще в шоке прям. Блин, я еле успеваю читать. Я когда пою, я вообще на него не смотрю, потому что я сбиваюсь. Так, Верочке мы сейчас поем песню. Да. Это хорошо же, Сереж, когда чат живой, когда народа много. Разве плохо? Всем приветик, бригада, приятного вечера, хулиган, здравствуй, дорогой, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Да блин. Да, Вера, это хорошую ты группу меня пригласила, ребята отзывчивые, прям бах, все зашли. Ну, почти все, а может и все, не знаю. А что это, Саш, ты написал? Что-то до 200. До 200 чего? Непонятно.
Детство босоногое мое помнит, как пекло от раскаленных крыш в полдень, и весенний ветер надувал парус, пахнущий морями простыни. У меня под майкой голубок белый, я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливей в эти дни. Там высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Первая несмелая любовь Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, голуби которых я поднял в небо, чуть-чуть соленые от слез. И казалось, будто в вышине синей птицы написали мне ее имя. И вот эту память о любви первой я с собой как ладанку пронес. Там высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Вот уже роняет желтый лист осень, укрывает бережно зимы просить. Старые привычки бережешь свято, мелочи приковывают взгляд. И когда тоскою защемит сердце, я спешу навстречу со своим детством, поднимая в небо голубей белых, словно много лет тому назад. Там высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. И рядом только небо синего. И рядом только небо синего. Дали надо Михаилу бойкот объявить, чтобы ключ отдал. Вау, кто это? Что это? Я еще не доросла. Ах, песня. Красиво. Спасибо. Так. Шучу. Сара, у нее только понарошечный ключ. Понарошечный. Мне надо вас покинуть, Михаил. Из села передачу делать буду. Настану. Стас, ну, конечно, я понимаю, все прекрасно. YouTube ютубом, интернет интернетом, но реальные дела никто не отменял. Спасибо, что зашел. Огромное, да. Вот заходи почаще, на дневные там песенки заходи, ну и вечерочком заходи. Удачи и тебе, того же, всего же самого наилучшего, да. Я буду, может, еще, ну, давай, что, час 24, ну, еще часочек постримим, что, да. Это будет 22:07. Ну, в принципе, да, можно.
Не покидай нас. Что-то Наташа убегает тоже. Ну, ёкарный бабай, да что это такое? Что там кто что пишет, я не понял. Ох ты, ох ты! Чё это? В смысле? А что это было? Ну-ка мы поглядим, что это такое. Это ты, Киша, играл? Ну а кто еще? Конечно, я, Сереж. А чё? Серега, а шо? Ударение на киш было. Не понял. Ударение на киш было. И Киша играл. Ну, конечно, король и шут. Воспоминания былой любви. Ну, Наташенька, удачи тебе, милая. Вспоминания. Конечно, Сергей. Естественно. Ну, а мне не слишком получается вообще, поэтому, в смысле... Еще один листок оторвался. Ай, фу. Хотел бы кавер услышать. А, прям сейчас, что ли? Сейчас попробуем. Эх, жалко, что компьютер слабый. Я бы сейчас минус включил бы и спел бы вам под минус. Ну, пока довольствоваться приходится этим. Мама, дверь надо закрывать, мама. Очень сильный микрофон, все слышно, понимаешь? Дремлет за горой мрачный замок мой, душу мучает порой царящий в нем покой. Я своих фантазий страждущий герой, о любви моей живой все образы со мной. Я часто вижу страх смотрящих на меня в глаза. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа болит. И ласковых фигур прекрасен вид, покой везде царит. Я их приводил в свой прекрасный дом, их вином поил, и развлекались мы потом. Иногда у них легкий был испуг от прикосновения к нежной шее крепких рук. Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа болит. И ласковых фигур прекрасен вид, покой везде царит. Вот несет одна мне свои цветы, вот стоит другая, погруженная в мечты. Я
задушить, но пришлось, как в старой сказке, просто задушить. Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах. Им суждено уснуть в моих мирах, застыть в моих стенах, наоборот. Но сердце от любви горит, моя душа болит. И ласковых фигур прекрасен вид, покой везде царит. Да, Карл был брат. А где Карл? Апчихи, будьте здоровы, Сарочка. Будьте здоровы. Миша, красиво играешь песню. Еще бы голос твердым сделал бы, была бы точная копия. Не в курсе, забегал надолго и убежал. О, не, ну здесь он не был его. Или я не видел, может он и правда был, я не знаю. Еще бы голос твердым, была бы точная копия. Серый, а я никогда не стремлюсь к оригиналу, копии, копировать чьи-то голоса. У меня свой есть голос, это пусть они на меня, это мой пусть голос копируют, я ничей копировать не обязан. Я вот, например, кто-то говорит, там вот тональность надо подбирать, но она неправильно играется, она вот тут где-нибудь тут, вот тут она играет, это нахер она мне нужно? Я или в ре пою, или в ми пою, в двух тональностях, все песни, вообще все песни я пою. Это крайнее исключение, если кто-то попросит, вот там вот, ну пожалуйста, спой вот в этой оригинальной тональности. Потому что, видишь, в этой очень тяжело петь мне некоторые песни. А некоторые, наоборот, в ми очень тяжело. Вот. Нет, на другой стрим раздал всем ЦУ и убежал. О, как ни хрена себе, прикольно. Ясно, ясно. Завтра, Сереж, я скачаю этот проклятый старый дом. Я, да, что-то я даже, блин, сам офигел, как она мне понравилась, как мы с Настей хорошо спели. Тяжело играть песню было? Вот эту? Я просто чат читаю, ребят. Поэтому я сбиваюсь. А так, если чат отключить, то можно спокойно спеть. Но все равно запинки есть какие-то, да. О, Сара спит уже, все. Спи, моя радость, усни. В морге погасли огни, трупы на полках лежат, мухи над ними жужжат. Ладно, короче. Да. Да. Да подожди ты, Шатунов. Прикол, все уснут.
Все уснут. Это в честь меня поет Михаил, в морге трупа лежит. Не, рано, рано. Да какой ты еще, Сара? Мы жить еще будем. Долго. Насчет счастлива не знаю. Кстати, вот мать там курит. Пойду я, наверное, тоже дымну. Блин, офигеть, 35 минут уже. Час 35. Я ж каждые полчаса курю. То бывает сидишь и так вот, блин, ну когда же полчаса будет, а когда? А тут вообще даже не замечаешь, как время с вами летит. Это замечательно. Так, сейчас я вам что-нибудь включу и пойду я подымлю. Так, свойства, фактор мы долетели. Значит, что у нас тут? Тихо, где фактор 2? Ой, мама. Все для тебя, во, все для тебя, рассветы и туманы для тебя, бомжи и наркоманы. Короче, ладно, смотрите, я пошел подымлю. Комары покоя не дают. О, как интересно. Ух ты, ёпта.
Сара, ты на улице? Походу, да. Сара на улице. Не дома же, хотя у нас холодно, у нас никаких комаров нет. Да, на лавочке сижу. С кем? С комарами, Саша. Ой, блин. А что-то у нас холодно вообще стало. Прям сегодня было 9. Комары замерзли. Они, короче, они не замучили тебя, они греются. Да, Сара. На тебя садятся и греются. Такие все замерзшие летают. О, источник тепла. Даже кровь пить не будем, хоть погреться, согреться чуть-чуть. У нас 20:30. У нас 21. Ну да, 21:30. Тарарам-пам. 22, 28. 19:28. Нифига себе. Кто-то с прошлого, кто-то с будущего. Обалдеть. Люди в черном из будущего. Да, да, да. Совершенно верно. Ты где 19:30? Да я даже не... Ну, Серега говорил, откуда он, я уже забыл просто. Привет, Миша. О, Настенька, привет тебе. Настюш, ты видела наш... Я сегодня скинул песню «Проклятый старый дом». Прям, блин, она всем зашла. Как мы с тобой офигенно спели. Точнее, ты хорошо спела, я тебе ее подпевал. Дремлет за горой мрачный замок мой. Ой, нет, какой это я ее только сейчас пел. Как она там, серый? Блин. Ну как она начинается-то? Шампани. На-на-на-на-на-на. Та-та-ра-та-ра. Та-ра-на-на-на-на-на. Та-та-ра. Вы что там временем меряете? У меня уже 14 августа, как полчаса. Да-да-да, душу мучает порой. Нет,
царящий в нем покой, это вот наш, который песня я сейчас ее пел. Серега. Настюша, я смотрел, короче, что-то вчера, Яха ТВ, я смотрел, я, кажется, его уже под подписчиком-то обогнал. Офигеть, я в шоке был. У него там какое-то видео есть, не помню, 26 лайков, 26 дизлайков. Если встретишь его, там ему большой респектос от меня. Честно, не заходит-то. Да пошел это. Опять вы с ним поругались. Вы то с ним пиво пьете, то ругаетесь. Я в шоке. У него есть видео почти 30 тысяч просмотров. Красавчик. А толку-то? Ну 30 тысяч и чё? Вы подписались на него? У меня когда было что-то 400, что ли, подписчиков, у него там было. Не помню. Сколько. Сейчас немножко его обогнул. Трамор. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, здравствуй. Толку-то никакого. Есть видюшки, которые набирают. Вот он выстрелило видео. Она набрала там 2 миллиона просмотров. Нифига себе, к автору заходишь, у него там 20 подписчиков. Все. Толка нет. С подстрижкой. Спасибо. Спасибо. Постригся, да. Хай, Сара. Трамор, ты поздравь Сару с нюхой. У нее сегодня день варенья. Да. Че ты, Настя, как у тебя дела? Болеешь так? А что такое, а ну? Более-менее вся пришла. Понятно. О, Сара, с днем явления. Знаете, что я задумался? Что-то недавно я там в одной программе, ну, некоторые знают где. Говорят, да ты откуда? Говорят, откуда и все. Оказывается, есть ниоткуда и все. От кого кисарили. Вытаскивали, получается, из живота. Значит, не оттуда, а с другого места. Я что-то прям так задумался над этим вопросом. Получается, что да, не оттуда. Тыкаем лайкосы, не забываем. Да толку-то от них, Саш, от этих лайков. Конечно, лучше, чем дизы. Не, базара нет, если бы там у меня 1005 лайков бы набралось. Может быть, где-нибудь там наверху бы и высветился на минуточку. Хотя нет. Меня в капусте нашли, а ты откуда? Я с роддома. Вот, принесли меня. Я из пробирки. Я, говорит, сказал маме с папой, я хочу себе братика или сестренку. А мама с папой говорит, мы искали в капусте, пока никого нет, ни братика, ни сестренки. Я, говорит, тогда им проткнул все презервативы, пусть ищут повнимательнее. Мандарины в капусте, извращение. Проснулся. А, это Саша сказал. Я думал, это Тёма написал. Настя, привет. Вот что Тёма написал.
Я тоже зевнул. А зевота и смех, он заразительный. Да. Особенно зевота. Ну, смех тоже, хороший смех тоже заразителен, прям вообще невозможно. Кто-то смеется вообще. Ну, там в Москве, когда работал, что-нибудь идешь или стоишь там в метро, там кто-нибудь смеяться начинает. Там, сначала как смотришь, а потом... Даже эксперименты проводили, вот один снимает так потихонечку. Ну и человек, ну, специально такой хороший эксперимент, начинает человек смеяться. Ну, якобы над чем-то. В голос прям так. Сначала смотрит как на идиота. Человек смеется. Один хихикнул, второй. Ну, 20 минут, 15 минут проходит, весь этот смеется. Как он? Весь вагон. Потому что это как вирус такой. Смех. Так же и зевота. Один зевнул, и все, и все начали зевать. Ну, конечно, если не это, там, едет поезд, там, следующая станция метро, речной вокзал, там ничего не поймешь, ничего не слышно. Вот. С тебя песни «Хватит зевать», на меня это не действует третий день. С тебя песни. Вот хорошо, что, Тём, у меня не стоит капс-лок, блокер, вот этот бот. Он бы тебя сейчас заблокировал бы уже давно. Капсишь постоянно. Песня. Да, наверное, песенку надо спеть и все, закругляться. Сейчас вот меня начало уже отпускать от какого-то бодрякового состояния с утра. Не знаю почему. Короче, что-то я устал, я сейчас вырублюсь, наверное. Так не понял. Да вот она, я ее пролистал. Она с самого начала была открыта. Ну, не с самого начала, была открыта. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не
Если что-то не так, вы простите меня. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Да, классно. Ну да, всем приятного вечера. Михаил, спасибо за вечер. Да, Сарочка, и вам спасибо. Че, 56? Ну что, до 2 догоняем, да и хорош, что 4 минуты. Что-то, правда, я стрим. Ага. Понятно, понятно. Тук-тук. Алиса вернулась. Ой. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Вчера песенку, короче, списал. И это, знаете, может, опадет листва. И выпадет снег. Знаете такую песню? Ну прям вот знаешь, что-то прям ни с того, ни с сего прям. Не слышали такую песню? Я испарюсь, убегу, улечу, словно птица. Буду к тебе приходить, я тебе буду сниться. Будешь меня вспоминать ты лишь ласковым словом. Только с тобою мы больше не встретимся снова. Опадет листва и выпадет снег. Грустные слова, тебя рядом нет. Опадет листва, ее смою дожди. Это все слова, а ты меня жди. Ты не пытайся создать меня вновь, бесполезно. Я не смогу жить с тобой, мне в реальности тесно. Ты будешь плакать, а может отыщешь другую. Только ты помни, что где-то я все ж существую. Опадет листва и выпадет снег. Грустные слова, тебя рядом нет. Опадет листва, ее смою дожди. Это все слова, а ты меня жди. Да, такая песня, там еще шум дождя, но там песня такая, блин, сука, такая офигенная песня. Девушка ее поет. А вот.
Все молчат. Да все, Сереж. Я же сказал, что до 2 часов и хватит. Наверное. Не, серьезно. Чё, если хотите, давайте пообщаемся. Не знаю. Ну, что-то правда. Что-то я напился прям сегодня. Ой. Наработался и напился. Кто был, Мишка? Да, господи, чё, упомнишь у всех. Я представляю, если бы хоть раз все мои были бы. Мне некогда общаться, я только слушаю. Давай разговаривать, я тут. О, Стас тут. Вернулся. А что разговаривать, Сереж? Вам что, не лень писать? Да мне по барабану, я могу, не знаю, под выходной вообще, не знаю, могу до утра сидеть. Болтать. Ну так, с одним глазом сплю, другим. Так, давай спокойной ночи, отдохни. Ага, ща. Оказывается, у меня, Серый, там есть несколько стримов таких с этого, с телефона. Я не все стер. Просматривал. Блин, так стрёмно. Вообще. С дивана, помнишь, да? С того. Прям Мишки рядышком. Надо глянуть. Поискать долго. Ты в плейлисты зайди, там это. Стримы, прямые эфиры, плейлист. Вот туда зайдешь, посмотришь. Да. Надо еще информацию о себе добавить. Я вчера на один канал заходил, оценку каналов бесплатно. Я говорю, ребят, гляньте мой канал. Он так, говорит, нормально. Вот. Он говорит, добавь информацию, короче, там туда-сюда. Че кушаешь? Кто ест, я не знаю. Так, Михаил, реально, если устал, то иди отдыхай, не нужно мучить себя. Да не, сейчас, ребят, сейчас пойду. Какую информацию? Ну, о себе у меня информации же нет вообще никакой. Надо что-нибудь написать. Там, о канале или что. Там пишут. Только вот как ее эту информацию найти, я не знаю, как там редактировать. Я сейчас полазю. В принципе, самое главное, шапка появилась, аватарка появилась. Я прям рад. Потихоньку, потихоньку. А то зайдешь, правда, зайдешь там 10 подписчиков, например. Видюх нет, а шапка стоит уже. Думаю, надо замутить шапочку. Да что меня провожайте, я сам уйду. Михаил, гитарист, виртуоз, певец, холост. Да ну брось, ты чё. Зайдет какой-нибудь профессиональный гитарист, скажет, ну-ка, виртуоз. Ну-ка, лобани что-нибудь нормального. У одного подска день рождения есть какие-то песни? Не, Сереж, нет. Вот так спою, да и все, что-нибудь. Скажешь ему какую-нибудь песню, ну, которую ты знаешь в моем репертуаре, да и все. Ладно, окей. Ты видел, Сереж, что у Зерновки стрим был сегодня? Надо его ловить, короче, когда у меня стрим и у него стрим. Тогда вот донатить ему. Там все равно не зайдет ни хера. Да ну ты чё, Трамур, я буду эту песню изучить. Когда мне некогда, я днем работаю, ребят. Базара нет, если бы я не работал. Я бы так, ладно, какую там, день рождения, базара нет. Песня день рождения там для пацана. Бах, и пошел. Все, давайте, короче, туда-сюда завтра. Все, что-нибудь найду. И с утра поспал, короче, спокойно. Раз.
встал в 12 дня и за компьютер, на расслабоне, туды-сюды. Михаил, через 8 месяцев у меня день рождения. Вычер что-нибудь. Слушай, ну это проблематично. Ну, блин, я постараюсь, да. Недоносок. Прикольно, трамур. Не до носков сейчас, да, да. Ну ладно, так, ладно, доброй ночи, я пошел. Давай, Сереж, гуляй. Да. Чувство юмора есть нормально. Давай, Сереж. Пока или гуляй. Иди гуляй, да. Так что, Сережа, надо ловить его, короче. Андрюша, этого Зернов, во время прямого эфира. Донатить. Хотя... Че, ну зайдет. Ну вообще зайдет, гитару он любит. Тут какой-нибудь, я говорю, он ищет там, я не знаю, на Ютубе, в Твиче. Я на Твиче пробовал. У меня все зависло вообще. Твич включил прямой эфир, у меня вообще все потухло. Картинка, все, я не мог ничего нажать, я, короче, только компьютер выключил, тогда у меня все пошло, ну, короче. Твич для этого компьютера вообще слабый. Наоборот, компьютер для этого Твича слабый. Как понять чат-рулетку? В смысле, как понять, что это рулетку, чат? В смысле, как понять? Мозгом. Что там делать надо? Что там делать? Нажимаешь искать, тебе высвечивает кого-нибудь, ты сидишь с ним, разговариваешь там. Надоело тебе, переключаешь далее. Либо вообще остановиться хочешь, нажимаешь стоп. Так. Такие дела. Ну ладно, что, ребят, правда уже, все, хватит. Спасибо, что были со мной. Что-то меня прям подрубает. Да, надо отдыхать. Все, спасибо, ребятки. Марга, хулиганка. Господи, я уже ухожу. Привет тебе, хулиганочка. Ну, почему вы так поздно все заходите? Ну, как вот такая? Стрим идет уже 2 часа 10 минут. Все же время знают мое, когда я начинаю. В 6 часов вечера по Москве. Каждый день, каждый вечер стрим. За редким исключением. Ну вот сегодня, во сколько он, 8 что ли начался? Без 10 8. Без 10 7 по московскому. Столько освободилось. А что, за что сидела, сколько давали? Михаил, пока, до новых встреч, Алиска, да. Пока. Всем пока. Хулиганка. А с хулиганка, слушай, а ты с какого канала ты взял, я не помню. Ну-ка напиши мне. Неделю Строгача. Вон как.
Хулиганочка, ты с какого канала? Ты на безумие души твоей. О! О! А где там этот гребаный хулиган? Вот похуй всем, что я ушел оттуда. Я вообще же стер этот канал из-за этого хулигана. Где он? Нету его. А почему мне Зоя не пишет? Почему мне Лена не пишет, которые в личке у меня сидят? Я сказал, пока этот контрацептив будет на канале, это пидорас просто, вот, по-другому нельзя его назвать. Этот ушлепок малолетний. Вот. Я туда не зайду, я стер канал. Вот. Мне сейчас еще один человек писал, да, ранее, что нету его там. Почему они не могли мне сказать в личку, Миш, все? То, что я знаю, как это все делается. Почему-то по клепу. Вот. Ну, то, что канал процветает. Ну, согласись, канал процветает. И вот такие вот сучата, вот малолетние, я не знаю, сколько ему там, от силы 20 лет. Вот он втерся к Лене в доверие. Вот. И он сидит, этот уебок, всех просто подстебывает. И все, никто ничего не может сделать. Лену все боятся. Рустам его заблокировал, так Лена ночью с Рустама звезду сняла. При мне прям, я просто молчал. Вот. С Рустама, с мужика. Просто с мужика. Я перед ним пацан, он настоял, он мужик. И он все сделал правильно. А этот гондон всех, он просто всех докапался. До меня, как он начал докапываться. Да у тебя вообще, говорит, гитары нету. Вообще нет у тебя этой гитары. Я ему сфоткал гитару. Он говорит, да я могу лучше тебя там спеть. Где у него гитара-то? У него никак в жизни. И гитары не было ни хера. Вот. Или он, я к чему? Он втерся к Лене в доверие. Все, она начала снимать со всех звезды. То, что кто его блокирует. И я знаю, что это такое. Это такие сучата разрушают каналы. Он втерся к ней. Вот, сначала. Потом она ему даст сначала модерку, потом админку. А потом он будет, Лен, давай вот этого тролля запустим. Он так прикалывается. Чуть-чуть, правда. О, Леночка, ну ты же меня любишь. Одного запустил, второго, третьего, и они начинают, сука, шатать канал. И все уходят, все разваливается. Потом он ее просто посылает нахуй и уходит на другой канал. Другой девочки по ушам. Это самое. Знаешь, почему я так эмоционирую? Потому что на моем было вот так вот офигенные каналы разваливались просто. Из-за одного, из-за двух долбоебов просто. Понимаешь? Зачем его обсуждать? Да просто я знаю, что будет с каналом. Один из немногих каналов, который остался. Это все. Ну просто я был в шоке, когда Лена сняла звезду с Рустама. Он начал всех рот закрывать, там, слышь ты, там, слышь ты, вот. Он заблокировал его. Все вздохнули с облегчением, ну, прям, правда, начали люди выходить на канал, наконец-то, ну, слава богу. Она ночью выходит, с него звезду снимает. И потом я на следующий день захожу. Сидит народ, а они вдвоем. Он ей включает музыку, она им там сердечки пишет. Что это такое? Она что, маленькая девочка? Успокойся. Саш, знаешь, почему я так эмоционирую? Потому что я в этой программе 5-й год. И я знаю, много чего повидал. Таких вот гондонов просто. Просто гондоны такие малолетние. Они втираются, суки, в доверие. Есть, я не буду говорить, кто что. Один такой гондон девчонку чуть до самоубийства не довел. Слава богу, что я не суппорт в Зелке. Хотя, может быть, и жаль, что я не суппорт. А как же его заблокировали? Он же с Леной там, Вась-Вась. А, хулиганочка. Или давай в Зелке это обсудим. Я сейчас по-любому в Зелку пойду. Его заблокировали. Как его заблокировали? Ну как? Окей. Давай в Зелке обсудим это все. Да, концовка, конечно, эмоциональная. Просто, Саш, знаешь, это моя программа. Это частица моей души, понимаешь? Вот это Зела рация. Да. И я ненавижу таких вот. На моем веку, вот как говорится, за 4 с лишним года разваливались каналы, где сидели по 100 человек.
Потом такие вот уёбки втираются в короне, ну, хозяину канала, да, образно. Начинает там это самое. Потом пускают троллей, таких нехороших людей, и они разваливают канал. Потом, когда этот человек очнулся, а зачем же ты вот так вот? Да иди ты нахуй, все, мы развалили твой канал, до свидания. О, Владимир Никитюк, привет всем. Володь, здорово тебе. Ну, я уже ухожу. Что-то ты поздно, что-то тебя давно не было, Володь. Эх. Да. Где тебя найти? Меня где найти? Общительный стрим, зря опоздал я. Конечно, у меня каждый стрим общительный, Володь. Сегодня прям было офигенно. Где меня найти? Давай сейчас я зайду на дружбу общения. Или на... А я сейчас зайду прям на этот. Потом пересмотрю, сорян, что не было давновато. Ничего, Володь, ничего страшного. Палец вверх. Вот. Ну и завтра увидимся. Слышимся вечером. Да. Ну, днем я, как обычно, песенку скину. Короче, хулиганочка, давай. А ты у меня в личке что, нету, что ли? Есть же ты у меня в личке, я не понял. Или нет? Ну-ка, ответь мне на этот вопрос. Нету. Нету. Ты помнишь мой никнейм-то хоть? А, у меня же там аватарка сменилась. У меня аватарка, как сейчас тут, шапка канала у меня сменилась. Я же все сделал. Шапочку канала. Да. Ты на дружбе есть? Дружба общения? Или добавь меня, не знаю, в личку. Помнишь мой никнейм? Всех стримы, короче. Всех стрим. Сейчас найду. Давай, все. Короче, ребята. Спасибо всем, кто был, кто только что присоединился. Да. Ой, 2 часа 17 минут. До завтра. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, ребята. Зовите своих друзей, там делитесь трансляциями, там во всех сетях. Будет весело, да. Я вас всех люблю. Спасибо. До завтра. Всем удачи и всем пока.